Это очередной выпуск «Еда в Камбодже». Мы тут поехали на завтрак, немножко, короче, сегодня проспали. И поехали вот по округе. Вот периодически мы заезжаем в этот рестик. Это привет. Короче, вот такой вот ангар. И из него сделан такой ресторан. Но вот там, кстати, вид на реку. Если там вот присесть, но мы что-то решили присесть здесь. А может быть, maybe we go to here, to up from river view. You wanna go? Oh, you don't want? I sit here more because over there big wind. Короче, здесь решили тогда посидеть. You buy Заказали тут. Сейчас я покажу, что мы заказали. Кстати, очень вкусно здесь на самом деле. Вот просто так подъезжаешь к этому рестику. Вот какой-то супец из свинины. Соус приносят. И как всегда вот такие маринованные овощи. Также есть такая классная булка со сгущенкой. Я тоже чуть попробуем. Вот принесли вот такую курицу. Это местная курица, которая живет на улице. Домашняя, скажем так. Не вот эта дикая, которая... Как я говорился, какая дикая. Короче, домашняя курица, вот, которая такая поджарая. Не окорочка с фабрики, а экологически чистая. Курятинка. Суп из свинины. А что у тебя тут? Помидор. Это, короче, а вот это суп, это кровь, ребята. Это кровь такая. Специальная кровь делают. Это утиная либо куриная кровь. Это утиная кровь. Сейчас вот несут. Эпи принесли утку. Ого. По-моему, утка выглядит более аппетитной. Но мне раньше нравилась утка, получается, и здесь еще же кишочки. Порк. This one, right? Это короче, это свинина. Свинина, кишочки свиные. Вот такой у нас завтрак. Поздний. Такой, можно сказать, что чуть ли не обед. На самом деле, как бы это много. Но сейчас будем пробовать. Так, пробуем. Пробуем. Курочку. Супец. Ну, супец такой. Обычный бульон. Слегка такой кисловатый такой, да. А курочка вот у них. Вот курица вкусная. Ну, конечно, они с утра это все готовят. Вот она, под соусом. Все готовят с утра, а уже 11 часов. В 11 часов приехали на завтрак. Вот такая у нас трапеза на завтрак. Это традициональное тоже. Попробую уточку. Уточку попробую в этой. Утка вообще вкусная. Даже сегодня утка вкуснее курицы. И хочу попробовать кишочек один. Сейчас подцеплю у нее. Вот в этот соус нужно макать. Свиные кишки в Азии это постоянное такое блюдо, которое они всегда едят. Да.
Ребят, кишки вкусные. У нас в России мы как-то покупали раз кишки, или даже пару раз готовили, но не умеют их чистить. Вся же весь вопрос в том, что кишки нужно очистить. Если они очищены, они тогда получаются вкусные. А ну, в России они не чищены и не очень получаются горьковатые. Вот. А так, здесь, как правило, всегда вкусные. Ну, расскажи про этот ресторан. Вот мы-то тут уже не один раз, да? Что тут? Как? We have a lot of rich people come here and poor too. But they start to come 6 o'clock and 7 o'clock in the morning. Ну вот она говорит, ресторан может быть с какой-то точки зрения, может быть, и не совсем презентабельный, да, вот. Но сюда может и вот на Майбахе, как сейчас, подъехать чувак позавтракать, и также человек на мопеде. Вот, и в 6 часов вечера, короче, он вообще полностью забит. Вот. И утром, с утра в 7 часов также этот рестик забит. Сейчас я, когда мы уже позавтракаем, пообедаем, это завтрак, перешедший в обед, я вам расскажу, сколько чего здесь стоило. Тут Эппи мне историю рассказала про вот этот вот рестик. Я сейчас, давайте вам вот рассказывает, я буду переводить по-быстрому. It's a real story. Да, это реальная история, она говорит. Long time ago, Давно I clean street on the street. она здесь, когда была еще молодой совсем, она здесь мела улицу, And подметала. the restaurant, they open 20 years already. Уже 20 лет этот ресторан как открыт. Yeah, and when I clean on the street with my mom and with my babushka, Когда она с бабушкой и с матерью здесь улицу мела, I always think I want to come to the restaurant. она хотела все время попасть в этот ресторан и здесь спокойно отужинать или пообедать. And you know why I want to come? Because I see a lot of people rich. People come here to eat in the morning. Она говорит, почему я это видел? Потому что как бы много людей сюда приезжало. That's why I want to come here. Вроде бы как ресторан такой простой, как ангар, да, а сюда подъезжали дорогие машины, и ей было просто интересно, хотела здесь обязательно покушать. I want to try because I see why a lot of people come and eat. Before, just I have one day they pay me 6,000 there. Короче, она хотела попасть в этот ресторан, так я думаю, почему он все время полный. И в один день она, раньше, когда ей было там 13 лет, она мела улицу, зарабатывала, получается, $1,5 в день. And today I can come. Сегодня, говорит, я пришла. Ой, ну молодец, она как бы прикололась. Вот. Это такая история про этот ресторан. Long time ago. Так вот, она рассказывала, получается, что 15 лет назад, когда мела здесь улицы, возможности не было сюда прийти, в этот рестик, пообедать. Вот такие. А потом возможность такая уже появилась. Я сразу в таком случае, когда вот она даже историю себе рассказывает, сразу вспоминаю 90-е. 95-й, 96-й, 97-й год. У меня в жизни, в нашей семье тоже была достаточно такая сложная жизнь происходила. И приходилось, ну, картошка, капуста, и все. Так и существовали. Вот 90-е такие уже, которые просто туда ближе к 98-му году. Очень тяжелая жизнь была, прям выживали. Так что такие тоже были времена. Так, вот еще у них по утрам есть такие булочки. Вот такие булочки. И вот они вот так со сбухой тоже их едят. Тоже тема. Вкусная история. Да, вот эти булочки, мне чуть-чуть хотя бы хоть как-то напоминают нашу еду. Более-менее такое. Вот сейчас буду. Ну, обычная такая булочка, свежая, конечно, свежая. С утра ее испекли. И со сгущенкой. Да, ну и чаек, кстати. Чаек, вот он тоже здесь всегда присутствует. Острячок, безусловно, всегда. Вот мне нравится, что у них всегда вот острячок, чесночок. Всегда соусы есть, всякие разные. Ты все можешь как бы себе намутить, короче, как тебе нравится.
Сахар есть, но они сахар часто добавляют еще. Сколько? $6 from all. Короче, ребят, вот, во-первых, еда была очень вкусная. Очень вкусная еда. Получается, у нас было что? У нас была утка, курица, у нас было 2 супа, у нас был чай, он так включен, плюс какой-то тут еще салатик был. Вот. И что еще-то было? А, вот еще вот эта булочка была со сгущенкой. Все вместе, получается, на двоих. Это завтрак был за $6. Большой. Понятное дело, у нас около дома завтрак, он, получается, стоит чуть-чуть подешевле. Он стоит, получается, где-то $1,5 на человека. Ну, а это просто вот там напротив, да, грубо говоря. А это вот ты просто в таком месте, и $6 стоит завтрак. Несколько блюд и еще и булочка. Получается, по $3 у нас вышло на человека. Вот такой был обзор завтрака. Все, всем пока. Так я засниму вам. Вот так вот выглядит этот рез на входе. Вот улица. Ну, это у нас тут на районе, тут ехать там 2 минуты от дома. Вот у него здесь рекламный щит стоит.